15 мая 2025 года, четверг. Остается у нас 16 и 17 для того, чтобы потом подвести итоги месячные, да, то есть, получается, наш эксперимент уже близится к месяцу. И, конечно же, после того, как я скажу, что это ни в коем случае не финансовая рекомендация, потому что это сугубо наш эксперимент, можно к нему прислушиваться, можно не прислушиваться, как вы хотите. Больше это все-таки такой образовательный контент у нас, да, то есть мы отрабатываем свои стратегии и смотрим, что из этого получается, транслируем вам. Ну, а вам, наверное, это более образовательный такой контент. Ну и переходим, как обычно, на TradingView. На линке я торгую. Совершено 112 сделок 17 апреля. Депозит мой, на который я торгую, ну, торгую, конечно же, на намного меньшую сумму, на 1%, а вообще депозит $100 брал я, и на сегодняшний день это уже 6,06%. Посмотрим, что будет через 2 дня, но так как динамика достаточно положительная, вот за сегодня получилось сделать сколько? Тоже около 20 сделок, и, значит, процент составил 45%, и прирост составил к депозиту 1,10. Вчерашний прогноз инопланетянина был, что движение будет вверх, прогноз робота отработал четче не бывает, то есть робот спрогнозировал движение вниз, и можно было полностью, вот тут мы делали обзор, заходить и спокойно торговать вот это вот все движение. Я торговал опять хаотично, да, я входил, выходил в этом направлении, но, конечно же, это было достаточно спокойно, потому что у нас уже был прогноз. Чувствую, что меня как будто бы похвалили. Спасибо большое. И, ну, как я уже говорил неоднократно тебе, что терпение и труд все перетрут. Важно понимать и быть готовым к тому сценарию, который ты проработал. Ну, а в процессе движения цены нужно наблюдать за уровнями смены тренда. Как только мы пробиваем какую-то трендовую, как только мы меняем, переходим границу уровня смены тренда, тогда уже можно напрячься. До этого делать не стоит. Поэтому замечательно. У нас под финал завершения месяца начались более такие какие-то осознанные действия. И во вчерашней нашей встрече я говорил, что, возможно, ты поделишься каким-то инопланетным своим инсайтом, фишкой, которая позволяет тебе входить и выходить из сделок, ну, по твоей какой-то логике. Стратегия, которой я придерживался до нашего эксперимента, это были короткие сделки с усреднением, которые мне давали очень хороший положительный результат. И вот похоже, что я вернулся к ним опять, но хочу все-таки приобрести вот это вот спокойствие твое, да. И сегодня вот зашел я уже в эту сделку, да, и вот сижу, сейчас вот отрабатывает линк вот это движение. То есть хочется все-таки спокойствия, хочется зайти один раз, закрыть, заниматься своими делами, и чтобы потом зафиксировалась вот эта вот прибыль. Здесь могу прокомментировать твою ситуацию. Немного ниже у тебя будет сопротивление, на котором тебе нужно будет заострить внимание. Вот в этой точке, да? Да, чуть-чуть выше, но практически верно. И там тебе нужно будет принять решение, подтвердиться или же будет отскок от этого уровня. А так, в целом, я вижу, что у тебя уже есть некое понятие. Кто смотрит нас чаще, знают, что я слежу постоянно за магиком, или Magic, как если говорить уже там с акцентом. И почему? Потому что я стараюсь, скажем так, чуть больше использовать хорошие шаги, более волатильные монеты, и Magic одна из них. Просто у меня с ней была какая-то история, где я плохо к ней отнесся, а потом оказалось, что правильно применяя инструмент, можно пользоваться во благо себе и с удовольствием. Но мы придем к тому, что будем торговать на автоматическом режиме, да, алготрейдинг мы будем применять впоследствии. И кому интересно, как мы над этим работаем, пишите в комментариях, мы поделимся, у нас есть наработки и очень даже неплохие. Заинтересовался магиком, потому что за 3-4 дня он сделал достаточно высокий рост. Это говорит о том, что есть интерес, и 200 было процентов. Без плеча вот он достаточно широко шагает, и я его торгую на малых таймфреймах, и действительно тоже есть хорошее движение. Что у меня было за последнее время? Здесь у меня нужно включить уже мои зарисовки, и вот здесь у меня был сценарий, что мы пойдем далеко в лонг, который я потом отменил уже здесь в районе, как я и говорил на одной из наших встреч, когда мы пройдем вот этот уровень, я скажу, что уже лонговый сценарий отменяется, и мы переходим в шорт. Я с успехом отторговал, правда, оно у меня не прорисовано, это движение, но оно у меня есть в истории торговли. И вот здесь было
я напомню, что здесь я считаю, что это был уровень смены тренда. Здесь было, скажем, пробитие с подтверждением. Зашел я, возьмем где-то примерно вот так. Расчет 1 к 3 и больше не беру, стараюсь больше не брать, и где-то вот до сюда я отторговал. То есть это получилось у меня условно с 10-м ключом порядка 56% прибыли. Но чистых там, по-моему, получилось 54, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, 54. Вот такой у меня был торг. Потом сегодня я выбирал другие монеты. Это были монета иена, она у меня в другой вкладке, а в этой вкладке у меня есть Маск или нет. В общем, две монеты сегодня я торговал, Маск и иену. И вот она, иена. Здесь была вот такая довольно сильная линия, которая была сопротивлением для цены, но потом это сопротивление было пробито, подтвердилось сверху и пошла сделочка вверх, которая потом развернулась и вернулась обратно, но сейчас видно, что этот уровень тоже уже став поддержкой, держит. Ну, и я пока за этим наблюдаю. Если прорисовать это, сделка выглядела примерно так. Чтобы было понятно, стоп был достаточно короткий, поскольку мы отталкивались от линии. И вот здесь вот еще была, да, уровень смены, который у меня прорисован. И вот она 1 к 3 была закрыта. Здесь 1, 3, 19. Ну, это я приблизительно говорю. И получилось 27% с этой сделки. В сумме сделал 100% сегодня. Ну, можно сказать и так. Вау. Ну, попрошу также скорректировать понимание 100% на сумму входа в сделки. Я вхожу все время одной и той же практически суммой, вхожу условно 1% от депозита, точно так же, как наш инопланетный гость. Что по биткоину? По биткоину на дневном таймфрейме мы в такую собрались консолидацию, как я уже говорил, у которой есть прострелы вверх, вниз, некая неопределенность присутствует, есть имбалансы внизу, которые ну, будут притягивать, что называется, цену. И пока сказать, что я знаю, в какую сторону мы расторгуем это накопление, я не скажу. Буду наблюдать, но пока ничего мне не подсказывает. Мы выше немного вот этой оранжевой моей линии поддержки, но она такая довольно, ну, скажем так, зыбкая, поскольку здесь уже идет такая серьезная борьба за, я бы сказал, информационный фон. Что будет в информационном фоне, средства массовой информации, что будут транслировать, цена, скорее всего, будет повторять. Сейчас пока даже сегодняшние новости, сначала цена сходила вверх, потом цена сходила вниз и вернулась там, где была. Наблюдаю, но на своей торговле я применяю принцип наблюдения за уровнем смены тренда, как я уже говорил, или пробитием трендовых линий. И мне этого достаточно. Когда я вижу, что мы подобрались, к примеру, вот как здесь, мы подошли к линии, от которой мы можем оттолкнуться вниз, я буду рисовать два сценария и наблюдать за подтверждением. Когда подтверждение будет выше линии, я буду заходить в лонг. Если подтверждения будут ниже линии, я буду заходить в шорт. Очень просто и понятно. Большое спасибо за такой детальный обзор. Ну и встретимся уже завтра и посмотрим, какие у нас будут результаты на завтрашний день. Да, вы поддерживайте нас, пишите свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь.